Привет, друзья! Все лето практически без выходных работал в такси, даже на море ни разу не был, но как настоящий одессит. Но заработал, правда, на первый этап строительства дома на фундамент. Любая стройка начинается с разметки под фундамент будущего дома. Правильная разметка – это залог ровных стен и прямых углов в будущем доме. За лето мой участок просто катастрофически зарос бурьяном. Я, честно, друзья, не представлял, что бурьян может вырасти выше моего забора, который в высоту более 2 метров. Приходилось несколько раз выкашивать траву, чтобы довести до ума, и перед самой разметкой опять прохожу косой, чтобы трава не мешала работать. Старайтесь не запускать свои дачные участки, чтобы в один прекрасный день вы не увидели у себя такую картину. Разметку я делаю под ленточный фундамент, на котором я остановил свой выбор как одному из самых популярных, надежных и недорогих фундаментов. Полную смету на фундамент я обязательно озвучу в будущих видео. Первым делом забиваем на участке 4 колышка в углах по размерам дома, там где должен находиться ваш дом. Если при этом диагонали не совпали, значит углы дома не 90 градусов. Тогда сдвигаем два угла в сторону тупого угла до тех пор, пока диагонали не сойдутся. Забиваем колышки из арматуры или того, что есть под рукой, на требуемую ширину фундамента, где-то на полметра далее наружных линий стен, чтобы колышки не мешали копать. И натягиваем между ними канатик, леску или нитку капроновую, не слишком высоко, чтобы не цепляться за нее ногами. Затем нужно лазерным уровнем начертить линию горизонта на угловых столбиках, для того, чтобы узнать перепады по грунту и копать фундамент строго по уровню. Лазерный нивелир в любом случае нужно купить, если вы занимаетесь самостоятельным строительством, так как он стоит недорого и пригодится не только для фундамента, но еще в очень многих работах в будущем. Один нюанс. Днем при свете солнца луч нивелира не видно, поэтому люди придумали отличный лайфхак. Луч хорошо улавливает камера любого телефона. Попадая лучом во фронтальную камеру телефона, делаем отметку маркером на столбике напротив нее. Так проходим все 4 угла. Теперь мы знаем, где уровень земли выше и где предстоит копать глубже, чтобы дно траншеи было по уровню. Для примыкания фундамента в середине под несущие стены также натягиваем канатик. После всех работ по разметке еще раз проверяем ширину, длину, диагонали и уровень, так как исправить ошибку лучше сейчас, а не тогда, когда начнете стены класть. Разметка готова, в следующем видео будем копать траншеи под фундамент. Подписывайтесь, друзья, скоро продолжение. Спасибо, всем пока.